Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, 5 новых отелей уже на подходе. И мы продолжаем наше путешествие по Куала-Лумпуру. Но прежде чем начать, поздравьте этого человека с днем рождения. Поздравляем! Благодарю. Где фейерверки и так далее. Поздравили одного человека, поздравим и, соответственно, наших победителей. Вот комментарий победителя, который выиграл проход в бизнес-лаунж. Хотите точно так же? Обязательно пишите комментарии, поздравляйте Влада, и ваш комментарий участвует в розыгрыше. А сегодня нас ждут такие отели, как Upstairs, Downstairs, Car Living Bukit Bintang, Hotel Transit Kuala-Lumpur, Signature International Hotel Pudu, Lila Suites серии Bukit Ceylon и Hilton Garden Inn Kuala-Lumpur Jalan Tuanku Abdul Rahman North. Ну что, полетели! И начинаем сегодняшний выпуск с Upstairs, Downstairs, Car Living Bukit Bintang. Ну, название говорит само за себя. Upstairs, Downstairs. Вверх по лестнице, вниз по лестнице. Ну, так и есть. Лифт работает, но так. Он один на все эти энное количество этажей. Car-Living, совместное проживание. Вот мы и разобрали. Общежитие, короче говоря. Но здесь нормальное это общежитие, то есть у каждого свой номер. Ну вот нормальный, это, конечно, ты загнул немножко. Он, конечно, нормальный за свою цену, и расположение у него вообще замечательное, просто шик. Рядом торговый центр, рядом еще один молл, пешком до Букит Бинтанг площади, Павильон молл. Единственное, но это стирка постельного белья, которое оставляло желать лучшего. Мы поменяли сразу и постельное белье, и полотенце. Плюс на Артема начала вываливаться дверь в туалет и ванную. В принципе, с учетом того, что все оперативно разрешалось, было довольно достойно. Потолки были низкие, я помню, и было окно, выходило на трассу. Постоянно шум машин был. Дверь меня, слава богу, не пришибла. Об этом вы, соответственно, читали в телеграм-канале, если подписаны. Мы там все оперативненько фиксируем и публикуем. Так что заходите, читайте, интересно. Мне в целом понравилось. То есть хороший, интересный дизайн, интересное пространство. Если у вас будет большое количество народу, вы компании какой-то путешествуете, это отличное место. Есть общая кухня, где можно что-то приготовить, есть прачечная, где можно постирать вещи, есть столы, где можно поиграть в настолки, еще что-то. То есть прям прикольно. По номерам, да, дизайн хороший, но вот со стиркой проблема. В целом нормальный, я бы остановился за свой бюджет более-менее нормально, но есть, конечно, в Куала-Лумпуре интереснее отели, об этом расскажем чуть позже. Сколько ставишь? Я здесь ставлю 8, снижу за нечистое постельное белье, кондиционер и отвалившаяся дверь. Но все устранили. Я также на 8 остановлюсь здесь. Да, в целом 8 нормальная оценка с учетом всех косяков. И перемещаемся мы в отель Транзит Куала-Лумпур. Кстати, вот это один из отелей, который гораздо приятнее находиться. Да, у тебя нету такого пространства, где можно всей компанией потусить, поиграть в настольный футбол. Здесь прям удивило следующее. В каждом номере есть маски для лица. Прям интересно сделали. Есть такой маленький комплимент после дальней дороги, поскольку в основном в Куала-Лумпуре транзитом народ так тусует. И отель, кстати, Транзит. Приехал, разлегся, масочку сделал и релаксируешь. Маски было 2, так что на двоих хватило. Да, очень интересное решение расслабиться, привести порядок кожи, в том числе после самолета. Отель находится в пешей доступности напротив станции метро, рядом Чайнатаун, и также до центра, до основных моллов и развлечений, Петронас. Тоже можно пешочком дойти, либо доехать на общественном транспорте, либо такси. Отличный вид на башню Мердека. Ну, смотря какой номер будет. В основном все номера с окнами, и как раз на эту башню открывается вид. Приятно находиться, все чисто, удобно, комфортно, за отелем следят. Хотя, да, отель такой старенький, но все приятно. Походил по номерам, посмотрел, все чисто, плесени не пахнет, прям следят хорошо. Да, отель очень неоднозначный по отзывам. И отзывы эти в нашем случае не оправдались. Было все комфортно, приятно удивили чистые ковры, прямо от лифта начинаются на этажах, пока вы до номера доходите. И такой же чистый и приятный номер. Все ухожено. Видно, что за отелем следят, что очень приятно и чего часто не хватает в Азии как раз. Если отель беззвездный, цена у него около
20-30 долларов. Завтраков нет, бассейна нет, спортзала нет. Но это все компенсируется тем, что удачное расположение в отеле. Я здесь могу твердую 9 прям поставить. Но мне кажется, отзывы пишут такие не очень красивые, качественные те люди, которые не так много меняют отели в Куала-Лумпуре, потому что... А может быть, была реновация как раз, потому что видно, что где-то подкрашенный, свежий был ремонт. И плюс еще все от номера, конечно, зависит. Вот если был бы другой номер, например, у нас было бы другое отношение к отелю и другой отзыв, например. Поэтому здесь, может быть, это тоже сыграло свою роль. Побольше... Я не могу так вкусно пахнуть. Давай так продолжим. Либо вы платите очень большие деньги за хорошие отели, хотя иногда это и не оправдывает. Сегодня как раз тоже позже мы расскажем. Либо надо прям находить жемчужины, интересные отели, которые по отличной цене и будут выглядеть суперски. Здесь вариант цена-качество нормальный. То есть за свои деньги это хороший куала-лумпурский отель. Сколько ставишь? Повторюсь, 9 баллов. 9. И перемещаемся мы буквально за угол в Signature International Hotel Пуду. Этот отель находится не просто за углом, а на второй дороге. На параллельной улице. Да, поэтому довольно тихо, если не будет индусских праздников, поскольку рядом находится храм индусский, и в праздники, либо какие-то выходные дни очень много народу. Мы жили один день, было тихо, спокойно. Единственное, в некоторых номерах пахло сигаретами. Можно выбрать номер и другой, где не будет пахнуть, либо открыть окна и проверить. Очень базовый отель, по цене так же, как и предыдущий, в районе 20-30 долларов, но здесь гораздо проще. Если выбирать, то я бы выбирал предыдущий отель, а этот, так, можно, но предыдущий будет интереснее. Очень все компактно, очень все старо, но что-то пытается делать, и, может быть, реновация и до этого отеля дойдет. Отель очень такой минималистичный, и мне он чем-то напомнил отель Red Planet в Таиланде. В принципе, такая же почти конфигурация, и было... не скажу, что некомфортно, но предыдущий отель Транзит, здесь соглашусь, был более комфортен, более просторные номера и за те же деньги были. Здесь мы переночевали буквально одну ночь. Такой отель тоже транзитный в плане того, чтобы переночевать. А сколько ставишь? Я здесь снижу, поставлю 8. В принципе, постельное белье было чистое, полотенце чистое, ничего не меняли, и номера тоже чистые. Единственный момент, ты говоришь, прокуренные номера. Это особенности тоже некоторых отелей в азиатских странах. Я бы здесь поставил, наверное, 7, потому что, комфорт пребывания был, не очень. Интернет немножко подтормаживал, поэтому, так. То есть можно выбрать другие варианты за эти же деньги. Поэтому как вариант остановиться, если других вариантов нет, можно, но можно в предыдущие заехать. Да, здесь я согласен. Можно рассмотреть более интересные варианты за те же деньги и в той же локации. Перемещаемся мы в Lila Suites Seri Bukit Ceylon. Отель, который нас заставил походить по улице Букит Цейлон в поисках этого знаменитого серии Букит Цейлон, потому что они напортачили, конечно, с названием, с локацией, и получилось такое бинго, но в итоге мы нашли их. Мы искали реально по картинке. Все на нас смотрели, мы ходили по разным кондоминиумам, по этой улице такими глазами. Все показали разную сторону. Потому что надо было ставить серия Букит Цейлон, это название апарт-комплекса. А Lila Suites это название компании, человека, который сдает именно эти апартаменты. Апарты неплохие, а сам кондо довольно старенький, есть какие-то зачатки реновации, но так. Бассейн есть маленький, есть спортзал, есть а-ля детская площадка какая-то небольшая, есть джакузи, есть сауна, которая не работает. По комнатам, кстати, большие, просторные, но немножко пустынно, то есть, хотя, нормально. Видишь, это так строили раньше. Сейчас строят эти комнатушки по 15-20 метров. А раньше размах был большой, ого-го, поэтому здесь такой простор. На самом деле находиться было довольно комфортно. Единственный момент, мы начинаем с проверки постельного белья, полотенец и кондиционера. Мы сразу попросили поменять полотенца, потому что они были такого сероватого цвета, в каких-то пятнах. И наволочки, насколько я помню, на подушках нам тоже оперативно заменили. Здесь, конечно, большой плюс. А так, в принципе, кондиционер работал достойно, квадратура
температура большая, и он хорошо охлаждал. Была кухня, можно было приготовить. Была стиральная машина, ладно. И мы растирали как раз. Да, единственное, Воспользовались. сушить не очень было комфортно, мне время было вешать. Да было где. Ну, если большое количество вещей, не особо, да. А так как у нас такая небольшая стирка получилась, там буквально 6-8 вещей, то можно все развесить. Есть ванна, есть душ. Ванная прям подуставшая уже была, то есть где-то вздутие было ящиков, где-то что-то протекало и немножко плесени было. Но в целом за свои деньги, за апарты, довольно нормальная цена, но опять же тоже выигрывает локация. Можно за те же деньги найти где-то подальше, на окраине, так сказать, города. Будет и все и новое, и свежее, но в целом там нормально. Ну и добираться ты до центра тоже будешь, соответственно, тратить и время, и деньги. Мне понравилось. Единственное, здесь надо, конечно, следить, чтобы потом это все не убить. На долгий срок вариант хороший. Сколько ставишь? Я здесь поставлю 8. Я соглашусь, 8 отличный вариант за отличную локацию, за то, что есть спортзал, есть бассейн, хоть какие-то. И очень просторные номера. И завершаем наш выпуск Hilton Garden in Куала-Лумпур, Джалан Туанку, Абдул Рахман Норд. Я молодец, я выговорил это. Но это просто пипец, конечно. Отели с каждым годом становятся все хуже и хуже. Мы уже останавливались в этом отеле год назад. Ровно год назад, получается. И, конечно, да, то ли менеджмент поменялся, то ли менеджмент решил, что пора уже забыть вообще об таком понятии, как обслуживание отеля, уход, и начать, не знаю, что делать. Постельное чистое — это радует, полотенце чистое — это тоже радует, но вот ковролин как был грязный, так и остался грязный. За это время такое ощущение никто не чистил. А кто ж как хотел почистить, уже пятна не выводится, если год. Зато вон реновация шла, нас сразу предупредили, что будет шумная работа в течение дня, чтобы это не удивлялось. Реновация? Да, там периодически приходили то ли номера, то ли подсобные какие-то помещения, то ли коридор, что-то они там долбили, красили. Ну ладно, в следующем году, следующий приезд придется снова заглянуть в этот отель, чтобы проверить, что же там изменилось. Либо отправим туда наших агентов уже, а то в третий раз-то... Да, если хотите стать нашим агентом, обязательно заполняйте анкетку на нашем сайте, становитесь агентом, снимайте для нас обзоры отелей и получайте вознаграждение. Подробности на сайте. Завтраки тоже стали скромные. Что-то как-то отель подувял. На первом этаже в зоне лифтов есть круглосуточный спортзал, что является большим плюсом. Можно заниматься в любое удобное время. Там есть и полотенце, и вода, и довольно удобный базовый набор тренажеров. Завтраки проходят с 6 утра до 10. И, конечно, мы немножко подразочаровались. Прям разочаровывает отель, и с каждым годом реально хуже. Так что ждем следующего года, после реновации может что-то и изменится. Есть бассейн, находится он в соседней башне, которая южная. Единственное, но я так и ни разу не искупался. А почему? Потому что некоторые постояльцы отелей купаются почему-то в грязной одежде, а менеджмент за этим особо не следит. Ну что, сколько ставишь? Давайте... Нет, давайте без давайте. Я здесь 7 поставлю, я сниму здесь за состояние ковров, за состояние бассейна, точнее, не состояние, и завтраки. То есть 3 балла я снимаю. Я тоже так же на 7 остановлюсь. Просто из-за того, что за такие деньги это слишком низкий сервис. Было бы там $25-30, еще нормально. А мы заплатили там $60, и это прям не стоит того сервиса, который в итоге получаешь. Да, чистое постельное, да, чистое полотенце, но, извините, ты платишь деньги, хочешь получить результат. Здесь абсолютно согласен. Отели и авиабилеты мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении. Если вы забронируете именно там, то сможете принять участие в нашем новогоднем розыгрыше 3 января. Мы разыграем бесплатное проживание в отеле на $300 в любом отеле мира. Главное, чтобы этого бюджета хватило. Либо один день, либо месяц можно жить во Вьетнаме, к примеру. Главное, чтобы бронь была оплачена, начата и не отменена. Подробности читайте по ссылке в описании. А в нашем телеграм-канале вы узнаете подробности наших путешествий, а также найдете эксклюзивные предложения по авиабилетам, отелям и экскурсиям. Переходим к нашему топ-5 как ты
составишь свой рейтинг Куала-Лумпура? Но что-то мне, честно, в этот раз отели наши не очень нравятся. Один отель, да, на котором мы 9 транзит поставили. С него, естественно, и начну. На первое место поставлю, дальше Upstairs, затем Hilton, Lila Hughes, Signature. Ну так, напоследок. На первом месте у меня также будет отель Транзит Куала-Лумпур. На второе место я ставлю Upstairs, Downstairs, Каолининг, Букит, Битанг. На третье место я ставлю Lila Hughes, серия Букит, как неудивительно. На четвертое у меня будет Hilton Garden Inn. И совершаю я Signature International отель Пудур. Здесь у меня, к сожалению, вот это разочарование немножко, ну, мне там вообще отдельная песня была, конечно. Не будем упоминать. Об этом вы можете читать в телеграм-канале. Окей, ну и перейдем к нашей недельке, да. Ну, здесь я бы, может быть, я бы в транзите, наверное, остановился и заехал бы вещи постирать Lila Hughes. И все. А я бы в Hilton Garden Inn еще бы завершил район Чолкит, изучил бы немножко бы. Ну, тоже можно. А так, в целом, неплохо. Выбирайте варианты, пишите, как бы вы составили свой рейтинг. Интересно будет почитать. Так и есть. Пишите комментарии и ставьте лайки под нашими роликами и задавайте вопросы, которые вас интересуют про сегодняшние отели. На этом у нас все. Обязательно смотрите нас на следующей неделе. До скорых встреч. Поздравьте! Пока-пока.